Бренд Hi-Fi Man принадлежит китайской компании Head Direct, во главе которой стоит доктор Фан Биан. В 2007 году он и создал этот бренд. Один из первых продуктов, выпущенных под маркой Hi-Fi Man, которые привлекли внимание любителей качественного звучания, стали стационарные, открытые изодинамические планарно-магнитные наушники HE5. Их ассортимент постоянно расширялся, что и привлекло нас к планарным наушникам с открытым акустическим оформлением с технологией Stealth Magnet под названием Hi-Fi Man HE400SE. Притом Hi-Fi Man 400 были у меня на канале, обзор был где-то года 2, наверное, назад. Они мне понравились, у них есть свои плюсы и минусы, которые присущи, в принципе, и этой модели. Перейдем же к обзору. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И аудиофилы, радуйтесь, разумеется, на руках, как вы заметили по названию, у меня аудиофильские наушники. Насколько они хороши, по моему мнению, опять же, плеер, вы все прекрасно знаете, что у меня М8. И какие у них минусы, возможно, по сборке, возможно, по весу, возможно, по фактуре и вполне возможно даже по подаче. Но подача топ. Почему? Потому что они предполагали, что будет посылаться все это Почтой России, и максимально это дело все защитили. Так вот, вот у нас уши. Я их достаю. Упаковочку максимально защищенную. HE400SE. Как вы знаете, 400-е у меня были, и они мне понравились. Это наушники открытого типа. Разумеется, на улице их особо не послушаешь. От 20 Гц до 20 кГц, что неудивительно. По поводу веса 390 граммов они обещают. Импеданс 25 Ом, и это прямо странно круто. В принципе, вот так. Вскрываем. Пластик. Печаль, подача норм. Инструкция, гарантийный талон. Все по красоте. И красивая брошюрка, но вот подложка. Подложка желает лучшего. Тот же открытый тип. Вскрываю. Тот же Г-образный кабель. Мини-джек с переходником. Довольно длинный. И что мы видим? Мы видим подключение left-right. Здесь есть обозначение. И здесь у нас, разумеется, тоже должно быть обозначение left. И тоже обозначение right. Мне не нравится пластик. Мне нравятся амбушюры, но их однозначно придется довольно быстро менять. Вот здесь, там где написано HE400SE, пластик довольно такой убогенький. Оголовье настраиваемое, и я думаю, это все. Очень странное ощущение, как будто тебе с завода прислали коробку передач, ты в ладе ее должен поменять. Буду пытаться слушать это дело. Потом сформулирую свое мнение, сформирую и попытаюсь преподнести вам. Подача странная, наушники странные. Прошлая их версия мне понравилась. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi-бендов 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Пока YouTube функционирует, буду это делать. Когда перестанет, поставим это все дело на паузу. Скорее всего, но посмотрим. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. В этот раз стрим с розыгрышем я не оставил в записи по понятным всем причинам, но перечень тех, кто выиграл, в сообществе как на лайв-канале, так и на основном остался. Проверьте, вдруг вы победили. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Поставляются данные полноразмерные наушники только в одной расцветке, которую вы видите на экране. Дизайн, разумеется, на любителя. Мне лично не особо он понравился, но о вкусах не спорят. Опять же, когда-то мне он прям зашел. Сейчас я уже считаю, что это реплика реплики. Конструкция открытого типа способствует плохой звукоизоляции. Вы об этом прекрасно знаете. И да, прохожие будут слушать отчетливо музыку, проигрываемую у вас в наушниках. Разумнее всего это дело все слушать исключительно дома, притом с хорошей шумоизоляцией, да и в принципе акустически комната должна быть оформлена правильно, для того, чтобы вы услышали необходимый звук. Благо в студии у меня это все есть. Каркас оголовья из металла, и наверху вставка из кожзаменителя с наполнением без эффекта памяти. И я не сказал бы, что самым мягким. Регулировка оголовья 10-ступенчатая, чашки выполнены из глянцевого пластика, и с внешней стороны они закрыты решеткой. Вращаются чашки на 360 градусов,
градусов, размер чашки 103 на 23 мм, съемные амбушюры из кожезаменителя с велюровым покрытием, также без эффекта памяти. Вес наушников без кабеля составляет 385 граммов, что довольно немало. На корпусе расположили два утопленных в корпус разъема на 3,5 мм. Также есть маркировка Left и Right и надпись с одной стороны оголовья Hi-Fi Man, с другой стороны HE400SE. Сборка неплохая, материалы топорные, ничего не скажешь, во всяком случае для контакта с вашими ушами. Но я думаю, прослужат они в то же время довольно долго. Летим дальше. Оснащены наушники излучателями Ultra Nano на 70 мм с технологией Stealth Magnet. Частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, импеданс 25 Омов, чувствительность 91 дБ. Далее, при носке ощутил дискомфорт в области оголовья, что связано, может быть, с тем, что вставка из кожзаменителя твердоватая. И большую роль здесь играет вес самих наушников. Если одеть шапку, то в принципе сидят удобно. При тряске не слетают, что хорошо, на шее носить невозможно, так как сами чашки довольно крупные и мешаются. Но еще раз повторяю, что носить подобного типа наушники на улице это такое себе, поэтому шапка это так, из разряда user experience. Изоляции при носке, повторяюсь, практически нет. Кабель, к слову, который шел в комплекте, не лучшего качества, так как резиновая оболочка легко стягивается с самого кабеля. Но что хорошо, что мы с другой стороны кабеля имеем Г-образный штекер, это удобно. Никакого встроенного микрофона, разумеется, нет, каждый драйвер может работать по отдельности, к слову. Летим дальше. Звучание. Я тестировал их со своим стареньким плеером Shalink M8. К слову, M9 уже и есть в продаже, но вряд ли я его буду покупать, он стоит уже как машина. Прослушивал я музыку на 60% громкости, это максимум, потому что громче уже перебор лично для меня было с него. Басы отличные, вдобавок они обеспечивают глубину суббасов. Средние частоты великолепные с чистыми тонами, высокие частоты также не подводят. Детализация очень хорошая, инструментальные и вокальные линии можно без проблем различить. Звуковая сцена широкая, с возможностью передать слушателю чувство на расстоянии. Я более чем доволен их звучанием, но, опять же, если вы рассуждаете над покупкой наушников, которые вам необходимы не для помещения, логично, что на них смотреть не стоит. По поводу звука и всего остального можно долго и упорно рассуждать, но на эти типы наушников, конкретно этого бренда, именно эту модель, обзоров море, при том, что они есть еще и в магазинах, вы можете прийти везде и послушать. И, возможно, как-то по-другому сможете описать их звучание, однозначно дешевым его не назвать. Минусы — это, разумеется, большие габариты и нелегкие материалы, не совсем качественная сборка, хотелось бы чего-то лучшего. Жесткий наполнитель в оголовье, качество кабеля оставляет желать лучшего. Хотя, с другой стороны, если бы кабель был топовым, это, считайте, половина стоимости данных наушников бы было, и было бы удивительно их за такие деньги покупать. Также отнесу к минусам ограниченный поворотный механизм чашек. По большей части у них нет никакого больше функционала, кроме как воспроизводить качественную музыку. Микрофонов здесь нет. Цена по ссылке в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Если будете приобретать данный, допустим, девайс на Али, то при покупке через Kiwi вы сэкономите почти 30%. Как это все делать? Опять же, в описании к видео. Если смотреть ценник на Али в долларах и покупать через Kiwi, ценник более чем адекватный. Лично мое субъективное мнение. Резюмирую, как по мне, вариант хорош для того, кто хочет попробовать наушники с хорошим звучанием. Я бы использовал их для прослушивания музыки в домашних условиях, если вы знаете, что такое наушники открытого типа. Если бы под рукой не было других наушников с более комфортной посадкой или более малым весом, то они бы, наверное, для меня являлись чуть ли не основными. Можно бесконечно восхищаться их звучанием, опять же, за их деньги, но это не меняет ситуацию, при которой после 30 минут прослушивания музыки лично у меня появляется дискомфорт и боль в местах оголовья. К ним надо привыкать. В прошлый раз я носил 400-е дольше, привык быстрее, и у меня в памяти осталось, что они мне были удобными. В этот раз нет. За эргономику лично для меня нет. За звук девайсу однозначно да. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал взаимопомощи. Там у меня эксклюзивный отдельный контент. Я думаю, вам будет интересно. Это мой исключительно опыт блогера. Здесь я такое постить не буду. Здесь только обзоры. Завтра обзор на GTR 3. Добра и удачи вам, дорогие друзья!